Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами свяжем, вернее даже разберем, как связать вот такой вот сложный наборной узор. Сейчас вы на экране видите кофту. Она связана именно вот с таких вот элементов, соединенных вместе. То есть получается, в общем-то, достаточно сложно, но красиво и интересно. У нас с вами, конечно, будет схема. Вот вы видите, как мы можем разложить наши мотивы. У нас есть сам мотив, как мы его соединяем. У нас вот есть листик. Нам показано еще, у нас есть по 5, видите, лепестков в нашем цветке. Если вы поймете, как делать вот такой лепесток, то этот сделать будет совершенно несложно. Точно так же можно сделать и с 3 лепестками, где он у нас и проходит. Вот они у нас идут на горловине. Что еще хочу сказать? Да, вот у нас еще есть листик, который мы прикрепляем по мере вязания вот сюда в центр. Да, вот он у нас этот листик, то его видите, да. И у нас еще есть цветок, который в каждом из соединений вот в кофте мы еще прикрепляем такой маленький цветочек. Но опять-таки это уже по желанию, у кого, в общем-то, не знаю, насколько он здесь в теме, ну, в принципе, может быть, даже и в теме, может быть, пряжа немножко. У меня пряжа, на мой взгляд, грубовата, но, в принципе, она информативна. Понять, как вязать и что вязать можно. Поэтому, кому понравилась идея, присоединяйтесь. Мы сейчас с вами разберем. Начнем мы с вами вязать вот с этого элемента. Первая воздушная петля и еще 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в колечко. И мы наше колечко обвязываем столбиками без накида. Их у нас должно быть 12. 1, 2, 12 столбиков есть. И мы заходим в первую петлю и соединительным столбиком закрываем наш ряд. Коль 12 у нас с вами столбиков, и у нас с вами 4 вот этих таких крыла, да. Поэтому, значит, у нас по 3 петли, по 3 столбика должно быть на каждое из этого крыла. С первого вот петли мы с вами, вот у нас будет первая, вторая, и вот мы заканчивать будем здесь. Итак, уже 1, 2, 3. С чего мы начинаем? Мы вяжем с вами сейчас 23 воздушных петли. 1, 2, 3, 4, 15, 21, 22. Это как бы длина нашего вот этого крыла. И 23 это будет как бы поворотная. Мы связали 23 воздушных петли. Давайте немножко посмотрим по схеме, чтобы было более наглядно и понятно. Вот мы набрали вот эту цепочку. Но эта цепочка, вот 23 петли, вот с этой вот петелькой, которая будет на повороте. Нам нужно связать еще 2 воздушных петли, и через 6, шестую петлю от начала мы должны провязать столбик без накида. Видите, и дальше мы с вами через 2 воздушных петли в третью вяжем столбик с одним накидом, и у нас их получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вместе вот с этим маленьким 7 столбиков. Вот наши 23, то есть как бы 23 петля, мы вяжем 2. И я отсчитываю, вот видите, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. И вот в шестую я провязываю столбик без накида. 2 воздушных петли, накид, и мы вот 1, 2 в третий столбик. 2 воздушных петли, накид, и 1, 2 в третью столбик. Итак, вот смотрите, считаем. Вот маленький 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков мы с вами связали. 2 воздушных петли, 1, 2. И здесь, как мы с вами договаривались, да, через одну на основании, через один столбик мы с вами закрепляем вот этот наш лепесток. Поворачиваем вязание и теперь будем обвязывать.
обвязываем с вами 4 столбика без накида. 1, 2. Здесь у нас с вами было 2 петли, значит, третья у нас идет в саму петлю. Так, 3 и 4. Здесь у нас с вами осталась одна петля, мы делаем накид. И теперь мы должны провязать 10 полустолбиков. Вот 1, 2. Здесь у нас 2, значит, 2 полустолбика, это 3, 4. Я вязала всю вот этот лепесток полустолбиками, но судя по рисунку, по схеме, я бы не сказала, что, видите, здесь вот мы начинаем 4, а потом идут у нас как бы немножко увеличены. Сказать, что это столбики с одним накидом, они тоже как бы не обозначены так. То есть вы можете выбирать самостоятельно. Можете сделать, допустим, там несколько, 2-3 столбика с одним накидом, чтобы оно немножко как бы вот выпуклость была, да, на самом лепестке, и далее опуститься. То есть я вот сделала 4, и теперь, допустим, мы сделаем накид. Можно сделать 5, вот 6, да, и дальше мы с вами опять делаем полустолбики. 7, 8, 9 и вот 10. Так, ну сказать, что оно так сильно прям поменялось, я бы не сказала. Может быть, всю нужно делать. Давайте мы с вами эту сторону я провяжу всю столбиками с одним накидом. И вы тогда сможете уже определиться, как вам больше нравится, так и свяжете. Далее мы с вами вяжем 9 столбиков до вершины, и 9 мы потом столбиков без накида опускаемся по второй стороне. То есть мы с вами вот так теперь вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот 7 и 8 и 9. Так, и 9 мы опускаемся вниз тоже. 1, 2, вот 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 у меня получилось столбик. Может быть, что-то где-то просчиталось. Ну, вот так вот. А теперь давайте сделаем все 10 столбиков с одним накидом. Вот 1, 2, вот 3, 9 и 10. Вот 10 столбиков мы с вами связали, но я бы не сказала, что оно получилось хорошо. И теперь переходим, может быть, перейти одним столбиком, полустолбиком, и теперь еще вот 3 столбика без накида. Поэтому схема будет, каждый сможет прочитать ее. Ну вот, как бы мы с вами обошли. Теперь я закрепляюсь. Даже можно, наверное, и не закрепляться, или все же нужно прямо в ту точку, откуда выходили, закрепиться на основании соединительным столбиком. Повернули вязание. Сказать, что просто очень красиво получилась вот эта вещь, я бы не сказала. Лучше, по-моему, смотрится вот когда мы вяжем полустолбиками. Но опять-таки вы можете проэкспериментировать и решить для себя, как вам больше понравится. И далее мы теперь что делаем? Мы обвязываем с вами столбиками без накида. Вот 1. То есть в каждом четвертом мы будем с вами делать пико. 2, 3,
и 4, допустим, мы с вами делаем пико. Опять вот 4, 1, 2, 3, 4 и делаем пико. Закрыли. Если посмотрим по схеме, то у нас получается с одной стороны 1, 2, 3, 4 пико. Далее провязываем столбиками без накида. И напротив столбика с одной стороны мы начинаем вязать с другой стороны пико. Их тоже 4. 1, 2, 3, 4. И переходим на следующий лепесток. Когда мы с вами доходим до вершинки, вот последние 2 петельки у нас остаются, да, я зашла вот в верхнюю петлю и провяжу еще 2 воздушных петли и захожу в рядом стоящую петлю. То есть мы с вами сделали вот такую как бы петелечку, да, для того, чтобы нам удобнее было между вот лепестками сделать соединение. И дальше я опять опускаюсь и, как я уже сказала, делаю пико. Вот я обвязала, да, вот ту сторону, где у нас были столбики с одним накидом, и как вы видите, получается, ну, я думаю, даже лучше получилось. Ну, то есть решать вам, выбирать, где у нас вот полустолбики, а здесь у нас столбики с одним накидом. Сейчас я закончу эту сторону и посмотрим. Итак, мы с вами сделали второй ряд. Как я говорила, напротив каждого пико мы связали еще одну пико. Дошли до края. И я соединительно или столбиком без накида захожу в петлю на основании. И теперь смотрите, я перехожу в рядом стоящую петлю. Так, и вот у меня получается вот первая, вторая, третья. И в третью мы с вами сделаем соединение. А сейчас мы опять-таки с вами набираем 23 воздушных петли и делаем вот точно такой же второй. Соединяемся, и повторять смысла нет, то есть они все вяжутся у нас одинаковые. В итоге мы с вами получаем вот такой вот как самолетик, да, и по ходу движения мы можем с вами или должны соединяться для того, чтобы получить уже вот такой узор в нашей кофте. А далее мы уже свяжем с вами отдельно этот лист и должны будем его присоединить. Итак, я связала, вот уже заканчиваю вязать третий лепесток. И с этого момента я хочу показать вам, как мы с вами соединяемся. Вот у нас с вами уже есть готовый элемент, да. И здесь, как вы помните, мы вязали с вами 2 воздушных петли. То есть точно так же вверху, когда мы с вами вяжем вот в самую вершинку, мы заканчиваем вершинку, вяжем столбик без накида, 2 воздушных петли и протягиваем его через это ушко еще и заканчиваем с вами вот так вот вязать, да. Ну, а дальше я заканчиваю вязать, ничего нового здесь у нас уже с вами нет. Сейчас посмотрим, что у нас в итоге получается. Да, вот мне осталось связать, вот у нас 2 соединены, да, и когда я начну вязать с этой стороны, то есть я их соединю и с этой. Ну и дальше нам останется с вами уже внутри листа. Итак, вот мы с вами соединили 2 элемента. Теперь нам нужно связать сюда листик. У нас есть вот схема листика. Мы должны набрать с вами 35 воздушных петель, что в общем-то я и сделала. И теперь мы должны, я сделаю одну петлю подъема и, возвращаясь по цепочке, вяжем 3 столбика без накида. Далее у нас идут столбики, мы будем чередовать. К примеру, я свяжу 2 столбика с одним накидом, 1 и 2. А далее у нас с вами
В итоге у нас должно быть 9 столбиков, да? 2 мы связали, и 2 еще нужно оставить. То есть 4, 5 столбиков мы сейчас вяжем с 2 накидами. Ой, с одним накидом, прошу прощения. Вот один накид. Это второй столбик. Надо зайти именно в петлю, поймать. Третий. Вот это четвертый. И пятый. Дальше я провязываю 2 полустолбика. Один полустолбик и второй полустолбик. Так, и столбик без накида. Теперь мы с вами поворачиваем вязание и провязываем вторую половинку нашего, вернее, это будет первая половинка листика. Опять-таки я вяжу столбик без накида. И теперь я провязываю столбик, полустолбик с накидом. И начинаю вязать теперь все столбики с одним накидом. Мы их довязываем практически до вот вершинки нашего листика. То есть их, если у нас было 9, мы связали. То есть опять-таки мы должны связать с вами 5. Я уж потеряла, честно говоря. Теперь полустолбик. Полустолбик, так, и столбик без накида. И мы по столбикам без накида проходим с вами дальше. Вот здесь вот в эту вершинку, я думаю, тут как бы можно связать даже пико. Ну, как бы по схеме не совсем как бы понятно, но мне кажется, что это удобно будет при соединении уже к остальным элементам. Это пико будет нам с вами помогать. И вот теперь смотрите. Вот мы связали половинку листика, да, и вот наша опять вот цепочка. И мы в нее с другой стороны мы теперь опять-таки с вами обвязываем листик. 3 столбика без накида. Так, полустолбик с одним накидом. И теперь мы здесь можем сразу вязать столбики с одним накидом. Вот один, второй, третий. В третий столбик с одним накидом мы провязываем 2, чтобы наш листик немножко вот в этом месте расширился, да? И дальше провязываем с вами до конца. Вот у нас еще, вот теперь у нас с вами идет полустолбик и 2 столбика без накида. Вот один, и мы фиксируемся в начале, там, где с вами повернули с вами опять-таки наше вязание, и я вяжу 1 столбик без накида, полустолбик, полустолбик, и дальше у нас опять идут столбик с одним накидом, 1 столбик с одним накидом, второй, третий. В третий мы опять с вами вяжем 2 столбика, так, и опять вот четвертый, пятый и шестой. Теперь у нас идет полустолбик и столбики без накида. Вот 1, 2.
И давайте мы с вами сейчас посмотрим схему. Мы вот когда связали листик, вот уже можем с вами и соединяться с нашим мотивом. Смотрите. Вот здесь у нас показано, видите, вот 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Точно так же и вот в этих вот, как бы вот в этом вот пространстве, да, здесь у нас 4 стороны, у нас тоже идет соединение. Видите, вот 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Поэтому согласно вот этим меточкам мы сейчас с вами и прикрепим наш листик. То есть вот у нас носик или самая вершинка, это у нас 7. И семерка у нас будет вот это пико. То есть мы, когда с вами дошли, я сделаю одну воздушную петлю и соединюсь вот с этим пико. Есть соединение. Теперь нам нужно будет с вами соединиться. Если мы посмотрим на схему, вот 7, вот у нас идет, это 6. 6 у нас на листике, вот где. То есть, если посчитать, то это где-то у нас там, где у нас начинается. Переходим с вами на столбики с одним накидом. Как туда нужно пройти? Я так думаю, что нужно соединительными столбиками постараться туда пройти. И в итоге мы с вами там соединимся. То есть это где-то вот это место. Так, мы дошли с вами. И у нас получается, что мы должны соединиться. Да, не просто будет. Вот с этим пико. Я так думаю, что так просто не соединить. Если мы просто с вами, давайте, наверное, сделаем еще хотя бы как минимум пару воздушных петель и соединиться вот с этой вот, с этим пико. Так. Столбиками без накида по этому можно пройти и дойти опять до вот обвязки столбиков без накида. Мы опускаемся с вами дальше. Давайте посмотрим. Вот мы с вами должны соединиться. Вот у нас 5. И 5 у нас уже получается на другом мотиве, на второй сверху. То есть вот сюда мы с вами вот на вторую сверху должны дойти. Это будет вот здесь 5 у нас. Так. Да. Получается непростая штука это. Но интересно. Очень интересно, как это все получится. Вот мы дошли сюда. Я опять-таки думаю, что нужно сделать пару воздушных петель, потому что сложно. И вот во вторую пико мы должны соединиться вот сюда. Протянуть. Я думаю, можно все-таки пару столбиков без накида сделать. И мы с вами переходим теперь на вот цепочку, которую будем обвязывать. Теперь давайте посмотрим. Вот мы с вами соединились. Здесь, здесь, здесь. Но мы должны... Вот 4. 4 у нас соединяется с третьим пико на втором мотиве. Да? Но мы должны сделать с вами 1, 2, 3. 3-4 столбика без накида или соединительных столбиков мы должны пройти с вами по вот нашему хвостику листика. Вот 1, 2, 3, ну, я думаю, 4. Так.
и где мы должны соединиться. Смотрим. Мы должны соединиться вот с этим пико. Правильно, 1, 2, вот с этим третьим. Опять-таки, я думаю, что нужно парочку сделать петель. Как таково не показано, сложно понять, но чисто интуитивно мне кажется, что все-таки нужно. 1, 2. И переходим опять с вами на обвязку вот этого череночка, хвостика, листика. Теперь опять смотрим. Очередное соединение у нас будет с вами, соединились 1, 2, 3, 4, где-то 5-я, 6-я петля. Мы с вами соединяемся. 3 это вот у нас второе пико на втором мотиве, но уже другой лепесток. 1, 2 мы сделали. Вот 5. 1, 2, 3, 4. Я думаю, вот это вот 5-й. Теперь смотрим, где мы должны соединиться. Мы должны с вами соединиться вот с этим вот пико, со вторым. Опять-таки я все-таки хочу сделать 2 воздушных петли. Взять наше второе пико. Пройти. Обвязать сам этот хвостик столбиками без накида. Как бы вернуться. И пошли дальше обвязывать. Сейчас посмотрим. Закрепились. Опять-таки 1, 2, 3 воздушных петли, 3 столбика, соединительных столбика, и мы соединяемся вот со второй. Так, 1, 2, и давайте 3, 2 воздушных петли, 1, 2, и мы соединяемся вот с этим. 2 столбика без накида, и опять-таки перешли на наш хвостик. 1, 2. То есть у нас остался последняя вот единичка, где мы с вами должны соединиться. А мы должны соединиться сразу же вот с вершинкой нашего листика. Вот у нас заканчивается наш прикреп этого листика. Доходим. Так. И теперь смотрим. Вот здесь. Вообще, конечно, кофта замысловатая. Но мы победили. Так, вот мы с вами... Ага, давайте все-таки сделаем пару воздушных петель. 1, 2. Так, и протянули. Теперь, вы знаете, вот этот хвостик, я думаю, даже его можно сейчас вот и немножко и спрятать вот сюда, чтобы потом не мучиться его дополнительно. Вот 1, 2, хотя появляется новый хвостик, да, и мы закрепились на... Обрезали и закрепили. Вот у нас с вами прикрепился листик. Так, вот, ну, это мы должны будем с вами спрятать, да. У нас еще есть один элемент, который участвует вот в нашей композиции такой. Это вот цветочек. Здесь вот он показан схематически, да, очень простой цветок. То есть мы можем с вами взять, честно, даже не знаю, не написано здесь сколько. Можно взять же те же, допустим, 6, как мы брали на вот этот вот элемент, да, и сделать цветочек.
Значит, я беру 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в кольцо. И что я делаю? Тут мы сейчас с вами должны сделать так. Вот что. 1, 2, 3. Накид. И провязать один недовязанный столбик. Вот второй недовязанный столбик и третий недовязанный столбик. Соединили все вместе и 1, 2, 3 закрепились на колечке. Вот у нас один лепесток. Второй 1, 2, 3. Кстати, я пропустила. Сейчас мы с вами пико. Один недовязанный столбик, второй недовязанный столбик, третий недовязанный столбик. Соединили. Нам предлагают сделать пико на вершинке нашего цветочка. И 1, 2, 3 опуститься вниз. Итак, вот я завершила наш цветок. И теперь наша задача его пришить в нашем таком наборном узоре. Ну, вот у нас он будет вот так вот. Ну, пожалуй, все, что мы сегодня с вами должны были связать. Разобрали очень, на мой взгляд, интересный, но в то же время и сложный такой узор для кофты. На этом моменте хочу с вами попрощаться. Понравилось вам видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А вам творческих успехов и до скорых встреч!